Привет всем! Сегодня мы рассмотрим модификатор Build, что означает сборка, построение. И с помощью его можно заанимировать создание объекта из полигонов. И в качестве объекта мы сегодня поработаем с Сюзанной. Добавляем к ней модификатор. Все очень просто. Добавляем объект, добавляем модификатор, Build. Все работает. Почему работает именно так? Первый кадр. Сюзанна исчезает полностью, потому что она сейчас начнет создаваться. Да? Нажимаем play. Вот начинает появляться Сюзанна. Очень простой интерфейс модификатора. Start frame, то есть стартовый кадр, первый кадр. Length, продолжительность 100 кадров. По сути end frame, да, как вот здесь. Можем выставить одинаково, сделаем здесь тоже 100 кадров, чтобы нам не ждать, пока закончится анимация без каких-то изменений. Отматываем назад. Следующий раздел — это реверсы, то есть анимация проигрывается в обратном порядке, то есть Сюзанна не появляется, а исчезает. Вот, в принципе, то же самое, как если бы в обычном без реверса мы прокручивали бы назад. Но теперь назад оно работает на появление Сюзанны. Убираем, чтобы потом не путаться. Randomize, то есть, как мы видим, сейчас у нас Сюзанна появляется в таком более-менее правильном порядке, да? Лицо, потом дальше полигоны идут. Randomize, если мы нажимаем здесь галочку, то полигоны появляются в абсолютно хаотичном случайном порядке. Смотрим. По всей поверхности, да? Вот. И здесь у нас seed, то есть у нас есть тут различные варианты, в каком порядке случайном начнут проявляться полигоны. В общем-то, когда полигонов очень много, вообще без разницы, какой из этих вариантов. Но когда полигонов мало, как, например, в кубе, то это более уже существенно, более заметно. Да, если мы хотим, чтобы, например, куб начал появляться именно с какой-то определенной конкретной стороны. Какие еще у нас есть возможности, кроме вот этого интерфейса, влиять на то, в каком порядке будут выстраиваться или появляться полигоны? Ну, для начала давайте зайдем в настройки блендера вообще. Проверим, стоит ли у нас здесь галочка Developer Extras. Затем переходим в слои. Переходим в Edit Mode. И вот здесь мы уже переходим в слои и проверяем, стоит ли у нас галочка на разделе индексы. Когда мы нажимаем индексы, индексы — это порядковые числа в данном случае у нас сейчас вот на вертексах, на вершинах выставлено все. Будем внимательны очень к этому моменту, потому что нужно, чтобы были выделены фейсы или грани. Именно сами полигоны, не вершины, не грань, не ребра, а именно грани или сами полигоны, потому что не будет работать, если не выделены именно полигоны. Так вот, сейчас жмем индексы. Вот у нас проиндексированы порядковыми номерами все наши полигоны. Теперь как мы можем еще поиграться с анимацией появления нашего объекта? Так, мы находимся в разделе редактирование. Жмем G. Сюда отодвигаем, чтобы выйти, чтобы курсор или наш origin point, он
вышел за пределы нашей Сюзанны. И даже немножко по-другому, вот сюда я вот так ее сделаю, чтобы она была выше этого курсора. И переходим в категорию, нажимаем Mesh, здесь у нас есть Sort Element, сортировать элементы. И, например, Cursor Distance, то есть сейчас у нас анимация будет идти от курсора, то есть первыми будут появляться полигоны, которые находятся рядом с курсором. Object Mode. В начало отодвигаем. Обязательно снимаем Reverse это Randomize. Обязательно убираем. Жмем. Вот, видим, да, что снизу пошло построение. Вот, от курсора. Передвинем курсор куда-нибудь в другое место. Пойдет оттуда. Что у нас здесь есть еще? Edit Mode. Создадим два материала. Так, первый материал пускай у нас будет зеленый. И еще один материал у нас будет синий. Вот. Выделяем все. И применяем синий материал ко всей нашей Сюзанне. Но затем я еще хочу выделить тут впереди еще несколько полигонов, которые будут зелеными. Проверяем. Вот. Так и получилось. Теперь Mesh. Сортировать элементы по материалам. Переходим в Object Mode и включаем нашу анимацию. Выделяем все. Mesh, Sort Elements, by Material. Вот теперь, да, когда все выделено, теперь оно как надо отработает. А то у меня были выделены только последние зеленые полигоны, и я включил сортировать по материалам. Object Mode. Вот видим, да? Сначала один материал появляется, потом другой. Не так, что вперемешку оба материала одновременно. И сейчас еще другой объект добавим. Это будет у нас текст. Напишем, пускай напишем All Around 3D, название канала, да? Удаляем. All Around 3D. Так. Переходим в настройки текста. Геометрия, экструд, чутка его. Теперь переходим в Object Mode, правой кнопкой Convert to Mesh. Применяем модификатор Build
И смотрим. Видим, что слои проявляются, потом промежуточные какие-то полигоны, да? Так, теперь попробуем с рандомайзом. Ну-ка. Ну, поинтереснее, да. Очень много полигонов. Edit Mode. Выделяем все. Mesh. Sort Elements. От курсора. Чтобы оно по порядку вот так все появлялось. От курсора. Переходим в Object Mode. И проигрываем нашу анимацию. Рандомайз убрать надо. Вот, сейчас видим, да, что все идет по порядку.